Посмотрите сюда. Раз, два, три. Перчатки одеваем. О, Екатерина Александровна с вами. Посмотрите сюда, Екатерина Александровна. Екатерина – врач-педиатр, молодая женщина, ей 38 лет. Выглядит она замечательно. Правда, вы под маской этого не видите, но об этом говорят все ее пациенты, что она не только хороший врач, но еще и очень красивая женщина. И удивительным образом на ее внешности никак не сказывается ее непростая работа, ответственная. Ну, понятно, она врач, но она еще часто берет ночные дежурства. А еще Катя многодетная мама, у нее 3 детей. И вот как раз одно из дежурств у нее заканчивается прямо в праздничный день, 9 мая. И она выходит с работы, садится в свою машину и едет домой. Заходит в подъезд и пропадает. А ее телефон вдруг находят в электричке. Самой Кати нигде нет. И тут ее маленькая дочь заявляет, что она видела голову мамы в пакете. Жила Екатерина в поселке Оридиш, это Ленинградская область. Первыми тревогу забили подруги Кати. Галина, она фельдшер, и Олеся, учитель. Они были для Кати самыми близкими людьми. С мужем Максимом она на момент событий развелась. В этот день, 9 мая, подруги собирались на совместную фотосессию. 8 мая последнее сообщение от Кати было из больницы. То есть она была на смене, дежурным педиатром, работала в ночь. Вечером она мне пишет: ну что, Олеся, у нас же фотосессия. Я говорю: да, Кать, помню. Вот мы 3 подруги, я, Галина Александровна, Екатерина Александровна, собирались ехать, устраивать фотосессию себе в стиле мотоциклов и там, знаете, кожаных курток, юбок. Она очень этого хотела, очень ждала, потому что она любила отдохнуть, переодеться, да, встретиться с подругами. Наступает утро 9 мая, нету сообщения от Кати. Думаю, ну странно. Вчера мне до ночи писала, говорю: напишешь мне утром, и вдруг тишина. Мы на нее не похожи. И подруга нас уже ждала у себя на даче, где мы собирались устроить фотосессию. И начала я звонить. А она не берет трубку. Не берет, и все. Ну что такое ты? На Катю вообще ты не похожа. Человек слово сказала, сделала. Катя, здесь такое. Ну ладно. Думаю, может, уснула. Я звоню, продолжаю. Галине Александровне звоню, говорю: Галь, не могу до нее дозвониться. Она говорит: слушай, я тоже звоню, не могу дозвониться. Непривычно звучит, когда подругу называют по имени-отчеству. Но вот такая у них была, скажем так, традиция. Все их так звали на работе. Ну понятно, учитель и врач. А потом они и друг друга так стали называть. Молчание Кати не давало подругам покоя, и они продолжали набирать ее номер. И вдруг на звонок наконец ответили. Женский голос. Но это была не Катя. Берет трубку женщина, такая: здравствуйте. А у меня прям уже паника. Я говорю: здравствуйте, где Екатерина Александровна? Я говорю: что это? Вы что там, говорю, затеяли, задумали? Она такая: девушка, говорит, подождите, я, говорит, еду в электричке. Слышу, говорит, телефон играет с самого утра, говорит, а народу мало в электричке. Может, кто-то спит, да, телефон играет. Потом догадалась, что это где-то в уборной. Я, говорит, в уборную-то захожу, а телефон, говорит, лежит. Я, говорит, вот вам ответила и сказала, что телефон найден в электричке, которая следует в Санкт-Петербург до Витебского вокзала. Но что могло случиться, что Катя нарушила все договоренности и резко сорвалась в Питер? С кем она оставила детей? И почему не предупредила о поездке своих близких подруг? Когда речь заходит о работе, женщины часто сомневаются в том, что достаточно компетентны для следующего шага по карьерной лестнице, а мужчины гораздо охотнее откликаются на высокооплачиваемые вакансии, даже если соответствуют требованиям лишь частично. Получается парадокс. Умений и опыта у женщины может быть больше, но зарабатывает она меньше. Хорошая новость в том, что сегодня высокий доход все меньше зависит от гендера, возраста и наличия связей. Многие профессии позволяют зарабатывать без жесткого графика и привязки к офису. Достаточно иметь востребованный навык и перестать занижать собственные стандарты. Одна из таких специальностей – менеджер по работе маркетплейсов. На российских платформах работает около 620 тысяч активных продавцов. Они нуждаются в профессионалах, которые настроят рекламу, разберутся в аналитике и увеличат продажи. Даже начинающие специалисты могут совмещать проекты
и дополнительно зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц. На курсе «Менеджер по работе с маркетплейсами» от Академии Эдьюсон вы с нуля погрузитесь в специфику работы крупных площадок. На симуляторах, дублирующих личные кабинеты платформ, вы научитесь анализировать показатели, улучшать карточки товаров, запускать продвижение и работать с ассортиментом. Сможете скачать готовые памятки, инструкции, шаблоны и чек-листы. А еще получите бонусы на 30 тысяч рублей от партнеров Эдьюсон, чтобы начать путь без лишних затрат. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. После выпуска Академия помогает выйти на рынок труда, предоставляет доступ к вакансиям партнеров и гарантию содействия трудоустройству. Если вы завершили курс, но не смогли найти работу, вам компенсируют стоимость обучения. Оставляйте заявку по ссылке в описании к этому видео или QR-коду на экране. По промокоду «Погребишская» вы получите скидку 65% и 3 курса в подарок. А главное – возможность начать зарабатывать столько, сколько вы действительно заслуживаете. Забегая вперед, скажу, что когда Катя пропала, она была на первых месяцах беременности. И для нее это было счастливое событие. И вообще казалось, что началась новая жизнь. И все неприятное осталось в прошлом. А этого неприятного, а точнее страшного, было много. Но меня всегда особенно поражает, особенно жутко, когда чистое зло скрывается за внешне абсолютным добром, за обаянием, добродушием, заботой. Таким человека и воспринимают все вокруг. Когда это зло обладает талантом играть разные роли, и ему идеально даются положительные персонажи. Долгое время даже самые близкие подруги Кати не знали, что у нее есть вторая жизнь, о которой Кате очень стыдно рассказывать даже самым близким людям. С одной из близких подруг, с Олесей, пообщалась журналист нашего канала Юлия Ускова. Подруга рассказала все детали, что происходило в жизни Кати до исчезновения и что после. И про финал. Вам захочется узнать, как будет наказан злодей. И поверьте, развязка будет неожиданной. Вернемся в то самое праздничное утро 9 мая. Телефон Кати в электричке. Но где она сама? Может быть, там же, в поезде? А телефон просто случайно оставила в туалете. С кем не бывает. К тому же 10 мая у Кати начинался отпуск. Может быть, она внезапно решила отправиться в путешествие или в гости к сестре в Петербург. Но тогда она наверняка бы поехала с детьми. И почему она ничего не сказала близким подругам? Олеся решила проверить. Может быть, Катя дома. Они не только подруги, но и соседки. Жили на одной лестничной площадке. Вот это вот мои были 2 окна, 2 окошка. Да, 1-й этаж. А это 2 окна были Екатерины Александровны. В этой квартире Катя жила со своими 2 детьми. Дочкой, ей 6 лет, и сыном, ему 10. С мужем, его звали Максим, она на момент событий развелась, и он жил отдельно. Когда Катя была на ночных дежурствах, дети оставались с ночевкой у няни или у подруги. И вот Олеся у квартиры Кати. И вдруг она замечает кое-что странное. Входная дверь была приоткрыта. Я туда захожу и смотрю, здесь у порога уже стоит приготовленный лимонад, то, что она должна была взять, о чем мы договаривались на фотосессию. То есть она была дома. Я уже соображаю, да, то есть в тот момент я же не знала. Я, значит, прошла в одну комнату, нет, во вторую. Все, мне стало страшно, жутко. Я говорю, я не пойду дальше. Я зашла к себе в квартиру. Сын старший у меня был дома. Я говорю, Андрей, иди смотри. Он, значит, пошел, Андрей-то. Я в это время Гале звоню. Галя, значит, едет сюда. Она тоже понимает, что что-то случилось. Мы тут вдвоем. Андрей в это время по квартире прошел. Я говорю, кладовку, все, говорю, обсматривай вещи, поднимай диван, под диваном, все, говорю. Он, значит, все это делает, говорит, мам, ну нету ничего, вообще все, квартира, все идеально, все чисто. А вот дверь была приоткрыта. И тогда подруги вызвали полицию. Сообщили, что Катя не выходит на связь, и указали на все странности. Телефон в электричке, открытая дверь. Но такой реакции от сотрудников они не ожидали. Ой, нагуляется придет. Мы вообще здесь обалдели. Мы им пытаемся сказать то, что, понимаете, мы ее знаем, не должно быть такого. Сказали, что она где-то гуляет, нагуляется и придет. И все же кое-что в полиции сделали.
они связались с бывшим мужем Кати. И вот что рассказал Максим. Накануне они договорились, что в этот день он рано утром заберет детей у няни. Потом он повез их на пикник на озеро Антоново. Он был на пикнике, дети подтвердят. А где Катя, он не знает. Но тоже, конечно, волнуется, и даже после звонка следователей пошел и написал заявление о пропаже бывшей жены. Олеся, с какого момента полиция все-таки начинает искать Катю? Когда становится понятно, что все, человек пропал, его нету? Для нас-то сразу, да, стало ясно. Получается, что мы пытаемся сделать? Нужен родственник, да. Мы Максу: Макс, где твоя жена-то? Где Катя? Что ты с ней сделал? Он такой: вы что, обалдели? То есть его, понимаете, его даже не сразу задержали. Он не был никаким подозреваемым вообще, в принципе, очень долгое время. И начались поиски. Подключили волонтеров, дали ориентировку. Из Петербурга приехала старшая сестра Кати. Она была с детьми, пока их маму искал весь поселок. Везде в окрестностях, в округах, в соседних деревнях. Мы же все дома заброшенные пролазили. Мы же в каждый подпол залазили с людьми. Где мы только ее не искали. Но уже тогда близкие подруги подозревали: Катя не просто пропала. С ней случилось что-то ужасное. И к этому может быть причастен ее бывший муж. И у них были основания думать такое. Работала здесь Екатерина Александровна с 2017 года педиатром. Очень ее любили родители, дети. Некоторые даже уже были, знаете, как в дружеских отношениях. То есть: Екатерина Александровна, пожалуйста, знаете, волнуюсь за своего ребенка, приедьте, посмотрите. Катя всегда не отказывала, то есть сразу же: да, вот сейчас одного посмотрю, второго посмотрю и сразу же к вам. Когда все случилось, Катю потеряли, все родители, взрослые дети, кто в школьники, все помогали, все ходили, искали, то есть прочесывали весь Оредиш. Люди вообще сразу же откликнулись, все были в шоке. На тот момент Катя жила в поселке всего 4 года, а до этого она была жителем городским. Родилась и выросла в Воронеже. Она отучилась в медицинском институте в Санкт-Петербурге, там же и работала. А потом ее пригласили в Оредиш. И Катя согласилась и приехала сюда с мужем Максимом и детьми. Когда она первый раз сюда пришла, показалась нам очень, молодой, что ли, маленькой, как девочка совсем. Первое время общались вот так, по работе. Спрашивала, советовалась. Постепенно мы сдружились. Приходили друг к другу в гости. Так как я самая старшая, как она говорила, что вместо мамы здесь. Как подружка и как старшая, у кого можно спросить совета. У меня было 4 детей в то время, маленьких. Катя была педиатр. И как соседи, и как врач. И то есть мы сразу же прям подружились. Я как учитель приглашала ее к себе на уроки, как врача-доктора. Она проводила классные часы у меня. Это наши доктора. Посмотрите сюда. 1, 2, 3. Перчатки одеваем. О, Екатерина Александровна с вами. Посмотрите сюда, Екатерина Александровна. О, молодцы. Вот кто-то знает, какие симптомы коронавируса существуют? Тяжело кашлять. Температура высокая. Поселок Оредиш небольшой. Жителей меньше 2500. А Максим, вероятно, вообще мог быть местной знаменитостью. Он увлекался исторической реконструкцией и снимался в кино. Да и в каком? В больших картинах со звездами и у 2 больших режиссеров – Бекмамбетова и Бондарчука. Вот он на фото со знаменитым режиссером. В драме «Сталинград» Максим вообще кого только не сыграл. Советского моряка, разведчика и немецкого солдата, а еще был дублером у звездных актеров. У него даже брали интервью журналисты-комсомолки. Правда, один нюанс. На всех этих съемках большого кино Максим был актером массовки. Но, как и любой актер, наверняка мечтал о звездных ролях. То есть он постоянно ездил в Питер, снимался в массовках, он любил это дело. Я посмотрела соцсети, и действительно там очень много фотографий, как он где-то снимается. Бондарчук, там у него, да, всякие известные личности. Для жителей поселка Максим и Катя образцовая семья. Приехали из города поднимать село. Современные, интеллигентные.
и дети у них чудесные. У Кати это был второй брак. От первого у нее 2 сына. И уже в отношениях с Максимом родилась дочь. Старший сын на момент исчезновения Кати был у своего отца. Максим всем вокруг казался замечательным мужем и папой. Не раздумывая, поехал за женой в Оридиш. Всегда помогал Кате с детьми, такой современный папа. Никакого патриархата, с удовольствием занимался домашними делами. Мы вообще были близки не только с Катей. Он тоже был вхож в нашу квартиру, открывал двери, заходил. Он уже у нее по домашним делам всегда такой был. И, получается, занимался детьми. Водил в садик, в школу, там занимался. Вообще, как помню первый раз, как будто бы я посмотрела из окна, знаете, а он садится на велосипед, дочку свою сажает и отвозит в садик. Думаю, о, папа, какой хороший, ребенка в садик повез на велосипеде рано утром. Ну, прям, как сказать, идеальная семья, знаете. Он не всегда сидел дома. В водоканале в Оридже работал. Съемки в массовке в кино были нечасто, а с другой работой как-то не очень складывалось. Недолго он проработал на водоканале, но чаще сидел дома. Роль домохозяина в его актерской стезе давалась ему хорошо. И слово «роль» здесь вполне уместно, потому что настоящий Максим очень отличался от того, которого видели окружающие. И только близкие подруги знали, каким чудовищем он становился за дверями квартиры. Вернемся к поискам Кати. В полиции предположили, может, девушка вообще не вернулась домой после работы. Дежурила Катя не в своем поселке, а в соседнем городе Луга. Ехать примерно 30 минут. А вдруг с ней что-то случилось по дороге? Но тогда как объяснить, почему дверь в квартиру была открыта? Когда мы, значит, в полицию-то обратились, все, мы говорим, да господи, так вы посмотрите в камеры, вот это у нас предприятие здесь, хлебушек пекут, булочки, и у него камера есть. Я говорю, вы посмотрите. Они, значит, получается, первый день смотрели, второй, ничего не видно, нам сказали, ничего нету. Казалось, зацепок нет, Катя будто испарилась. Но был свидетель, который в то утро видел нечто важное. Этим свидетелем оказалась бабушка Олеси. Она жила вместе с ней. И утром 9 мая она у подъезда заметила Максима. Спрашиваю за окошко, выглянула, вышла ли, не помню она, что типа, о, Макс, привет, а где Катя? Что-то ты на машине. А он говорит, да, мы с детьми, говорит, поехали на озеро сюда, говорит, отдыхать. Катя, говорит, дала детей, я, говорит, от няни забрал. Машину, говорит, дала, чтобы, дети со мной не на велосипеде катались, а именно на машине. А еще добавил, что сама Катя дома принимает душ. И вроде бы ничего особенного. После развода Катя не запрещала бывшему мужу общаться с детьми. Подозрительным для подруг было другое. То, что Максим взял машину Кати. Я говорю, баб, он что, был на ее машине? Да. Я говорю, ну все, точно что-то не то. Никогда бы Екатерина Александровна свою машину при разводе, она мне говорила, что никогда не дам ему машину и вообще, в принципе, не доверю. А тут вдруг она ему дает машину, еще и детей в придачу отдает. Нет, думаю, что-то не то. Катя сама купила эту машину, и это была ее принципиальная позиция – не давать автомобиль бывшему. Поэтому подруг это удивило. Вскоре следователи решили еще раз посмотреть видео с камеры. По какой-то непонятной причине в первый раз на кадрах они ничего не увидели. Но когда изучили камеры повторно, увиденное очень насторожило. А потом-то уже, когда следствие все пошло, я приехала к дознавателю, она говорит, слушай, говорит, Олесь, есть, видно, как машина подъехала, как она приехала с работы, поставила машину, она зашла домой, получается, домой зашла, быстренько зашла, что-то сделала, вышла из дома, вернулась обратно, и все, и она больше не вышла. Сейчас попробуем разобраться с камерой наблюдения, чтобы не запутаться. Самого видео у нас, к сожалению, нет, поэтому опишу вам подробно. Припарковалась, зашла в подъезд, и по логике в свою квартиру на первом этаже. Дальше она вышла. Позже узнают, что ходила к няне. Потом Катя вернулась домой, и все, исчезла. Она оттуда не выходила. При этом ее телефон каким-то образом оказался в электричке. Полицейские посмотрели, что происходило ранним утром, до приезда Кати, и увидели, как в подъезд
Заходит ее бывший муж, Максим. Подруги знали, что ключей от квартиры у бывшего мужа нет, но каким-то образом он туда попал. И дальше, судя по всему, ждал Катю. Да, там видно вот это время, как он сначала утром рано заходит. То есть там видно, да, что он заходит и вот не выходит. Потом, как Катя приезжает, заходит тоже домой, тоже все видно, да. Потом видно, как она выходит к няне, а он в это время все в квартире, понимаете, и ждет ее. Ждет ее. Катя один раз пришла, переоделась, уехала. И вот когда она уже в следующий раз возвращается, вот после этого она уже не вышла из квартиры. Все, она больше не вышла. Дальше, через какое-то время, Максим выходит и подгоняет машину к подъезду. Проходит еще немного времени, и он уезжает. Потом просматривают камеры, как он ехал в сторону речки. Во сколько, чего, там, знаете, тоже говорилось, что он там 2 или 3 раза проехал туда-сюда, обратно катался. Там просто у людей уже по людям искали. То есть магазин, там у людей камеры знали, у кого на эту дорогу выходит. Под речкой Олеся имеет в виду Антоново озеро, куда Максим, по его словам, в то утро повез детей на пикник. Полицейские проверили все камеры, и маршрут получился очень странный. Максим действительно утром отвез детей к озеру, но потом вернулся к подъезду Кати, без детей. Неужели они одни, остались на пикнике? Напомню, девочке 6 лет, а мальчику 10. Дальше Максим заезжает в пару мест и возвращается к озеру. Бывшего мужа Кати задержали и стали допрашивать. И вскоре в СМИ написали: подозреваемый признался. Он убил Катю. Дальше вы наверняка обратите внимание, что я буду называть его подозреваемый, и позже вы поймете почему. Я была в таком шоке после этого случая. Сколько мы ее дней искали. Первые несколько дней надеялись, что мы ее все-таки найдем, что она жива. Потом надежда постепенно угасала. Все равно была какая-то маленькая надежда. Но чем дальше шло время, я уже 9 мая, понимаете, знала, вот прям понимала, ее нету. Все, что происходило, я уже знала, что ее нету. Либо у меня еще было, что он ее взял там в плен, знаете, куда-то где-то закрыл. В каких-то пещерах, трущобах, я не знаю, такие мысли были. Я уже, да, я вот знала, чувствовала. А потом он вообще признался. Но почему подруги вообще предполагали, что Максим взял Катю в плен и где-то ее прячет? Ведь вот же он, обаятельный парень, заботливый папа и нежный муж. Все это было актерской игрой, разными ролями. В реальности наедине с Катей он превращался в настоящего садиста. И никто об этом не догадывался. Даже от близких подруг Катя долгое время скрывала правду. До встречи с Максимом у Кати был опыт неудачной семейной жизни. Во время учебы в Петербурге она познакомилась со студентом из Индии. У них были яркие, такие красивые отношения и очень яркая экзотическая свадьба. У нее официальная была свадьба настоящая в Индии. Она переехала с ним в Индию. Он, как я знала, это богатый человек из благополучной там какой-то богатой семьи. И прям у нее была свадьба в саре, то есть как положено. Я видела ее свадебное саре, красное. В браке родилось 2 детей. Как она мне рассказывала, они туда приехали не на постоянное место жительства, а именно там познакомиться, сыграть свадьбу, пожить чуть-чуть, посмотреть страну. Она должна была закончить институт. И мужу-то говорит: поехали в Питер обратно. Мне нужно закончить учебу-то, как-то работать с доктором. 2 прекрасных сыновей, жизнь в состоятельной семье из привилегированной касты, что в Индии важно. Но Катю не устраивала роль домохозяйки. У нее и мечта, и призвание быть врачом. Индийский муж возвращаться в Петербург не захотел. Они развелись. А через несколько лет Катя, навещая родню в Воронеже, познакомилась там с Максимом. Обаятельный, артистичный. Они влюбились друг в друга.
И Максима не смущало, что у Кати 2 сыновей от первого брака. С детьми он умел ладить. Вскоре Максим и Катя поженились. У них родилась дочь. У них вообще были общие творческие интересы. Катя тоже любила менять образы. И вместе с мужем иногда принимала участие в исторических реконструкциях. Но при этом Катя очень много работала. Практически она одна содержала семью. Конечно, мило, когда муж, весь такой творческий, снимается у больших режиссеров, но денег это не приносило. Зато он всячески звал Катю тоже поучаствовать в съемках. Катю звал, Катя с ним из-за этого ругалась. Она говорит, ну слушай, ну тебе заняться нечем, ты, пожалуйста, езди там, снимайся. Мне, говорит, у меня работы море, у меня дети, и она же работала и в Оридже педиатром, и плюс еще ночные смены работала. Все финансы это только Катя. Только Катя. Максим занимался тем, что он любит, но преподносил это так, что типа, ну я же стараюсь, я же зарабатываю, вот я же иду на работу, ну вот ты что, не видишь? То есть да, манипулировал еще Катей. Катя зарабатывала неплохо. Для сельского врача даже очень хорошо. Она купила машину и взяла в ипотеку квартиру в Петербурге. Вероятно, она планировала потом туда переехать. А еще каждый год на свои отпускные возила всю семью на море. Близкая подруга Галина работала с Катей в одной больнице. Она видела, как много сил и, главное, души Катя вкладывала в своих пациентов. В этом кабинете, где мы снимаем Галину, было рабочее место Кати. Работала на износ, если вот так честно сказать. Она зарабатывала для своих детей. Муж, к тому же, не работал, не хотел работать. Чем он это мотивировал? Я сижу с детьми. Хотя, как бы сказать, все равно Катя делала по дому все. Разлад в семье был не только из-за денег. Со временем муж все сильнее ревновал Катю и все чаще контролировал. Пытался уличить ее в измене. То есть, получается, она часто на работе, там же коллеги, доктора, и он всегда считает, что она ему изменяет просто. Ты постоянно на работе, ночные смены, у тебя там есть мужики, доктора, ты там с ними, значит, встречаешься, никуда ты там не ездишь на работу. Хотя на самом деле Катя, ну, серьезно была там на сменах и всегда утром, где успеет, забежит домой, и уже со смены здесь сидит в поликлинике, в нашей, в Ориджской больнице. Он звонил ей каждые 5 минут, куда бы она ни шла. Если она не на работе, он ей всегда названивал. Даже вот, будучи у меня в гостях, он уже названивал постоянно. Чтобы она была тут рядышком, постоянно с ним. Катя, она иногда ругалась, что, слушай, отстань уже от детей и от меня, да. То есть он даже вплоть к Кате, а ну-ка спинку прямо. Ты что ножку вот на ножку убери там, что ты так сидишь неаккуратно. Сядь вот так, то сяк. И она уже прям на него голос повышала, что типа, слушай, Макс, отвали. Ну, прям вот так. Но тогда подруги даже не догадывались, насколько все было плохо. Вся правда вскрылась позже. Оказалось, что под маской милого парня прятался безжалостный монстр. Когда они уезжали в отпуск, он ее обижал. Знаете, она мне рассказывала такие истории страшные. Как обижал? Что она вам рассказывала? Один раз он... Ну, это то, что я вообще, знаете, для меня такое страшное, да, и я запомнила. То есть, получается так, он пришел домой, раздел ее вообще догола, он ее засунул в машину, был ливень страшный, он ее вывез на трассу и начал вытаскивать, выкидывать из машины. Ночью, темно, ливень, и, говорит, выбрал дорогу, то, что где мало, нету машины. В это время приезжает мужчина, увидел все, останавливается, говорит, навешал ему, меня, говорит, закутал, замотал, забрал от него. Она мне когда рассказала, я говорю, кошмар, то есть это она уже здесь жила, то есть мы уже были знакомы. Она говорит, да, вот так, говорит, у нас было летом. Это абсолютно ужасная ситуация. Такие эпизоды, когда муж вдруг начинал вести себя неадекватно, повторялись все чаще. А позже произошло такое, что подругам пришлось Катю спасать, буквально. Ее жизнь была в опасности. К этому мы еще вернемся. А сейчас подробно о том, что происходило в день преступления. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Погребишская без сахара», и туда приходят все наши герои или их близкие и рассказывают о том, какие у них новости.
Имейте в виду две вещи. Первое. Переходите строго по ссылке в описании к этому видео, а не по поиску. Иначе вы можете напороться на мошенников. И второе. В нашем телеграм-канале около 400 тысяч подписчиков. Так что не перепутайте. Итак, восстановим цепочку событий того самого дня. Бывший муж Кати рассказал следователям, что рано утром забрал детей от няни. Двоих – среднего сына Кати и их общую дочь. Старший сын Кати от первого брака на момент событий был у отца в Индии. Максим привозит детей на озеро, ставит там палатку. Дети радуются, отдых на природе, шашлык. Но папа вдруг уезжает. Дети остаются одни. И опять повторю, мальчику 10 лет, а девочке всего 6. А он утром их отвозит, одних оставляет на речке. И дети одни сидят в палатке с самого раннего утра. Замерзшие, холодные, голодные. И получается, он их отвез на речку, сказал, папа сейчас ездит за продуктами, там что-то такое, значит, и возвращается, вот заходит в квартиру и ждет ее. Максим знал, во сколько Катя возвращается с дежурства. Где-то в 8 утра. Но как он попал в квартиру? Ключей же у него нет. Позже подруги поняли, как он это сделал. Еще до исчезновения Катя делилась, что в доме творилось странное. Слушай, Олесь, у меня такое ощущение, как будто у меня в квартире кто-то бывает. А то, говорит, вообще как будто кто-то ходит. А квартира-то маленькая, 2 комнаты, кухня, знаете, там ящички, кладовка. А ключ у меня второй был. И так шутка, я говорю, что ты хочешь сказать, что мы к тебе в гости заходим? Она такая, да вы-то, говорит, заходите. Я, говорит, вообще не про это, а про то, что именно, говорит, конкретно кто-то бывает в квартире. Что-то берет, что-то делает, перекладывает, говорит. Или когда я сплю, мне иногда, говорит, кажется, встану, нету никого. Как потом мы уже установили, что сын сказал, был папа, а у Дани всегда на шее висели ключи. От квартиры. Да, от квартиры. Я гулял на детской площадке. Пришел папа, мы с ним погуляли, поговорили. Он попросил ключ. То есть он сделал дубликат ключей, и он находился в квартире, когда там ее нету, или когда она там отдыхала, спала. И вот 9 мая он пришел домой к Кате и ждал, когда она вернется с дежурства. Скорее всего, Максим спрятался. И когда Катя зашла, она его не видела. Почему я говорю «скорее всего»? Потому что материалов уголовного дела в доступе нет. И позже вы поймете почему. Но есть короткое видео, 37 секунд следственных действий. Заходит Катя в эту квартиру, приезжая с работы. Но Катя, видимо, быстро зашла и вышла, потому что она переоделась. Видимо, в это время он ничего не сделал. Она уходит к нянечке, относит цветы. Тут рядом дом. Няня женщина пожилая, и Катя пошла поздравить ее с 9 мая и подарить цветы. А когда вернулась, увидела в квартире Максима. Была ли между Катей и Максимом ссора, точно неизвестно. Но соседи никаких криков не слышали. Возможно, он напал на Катю сразу и оглушил ее. Поэтому как-то отреагировать, закричать, позвать на помощь она просто не успела. Как подозреваемый убивал, подруги слышали несколько версий. Например, что он душил ее подушкой или что свернул ей шею. Сам подозреваемый признался, что ударил Катю палкой. Я совершил удар палкой по голове. Вот. После чего я подошел, убедился, что она не подает признаков жизни. Уложил в мешок и отвез. Вокруг орудия преступления тоже много загадок. Забегая вперед, скажу, что его так и не нашли. Что это за палка? Где он ее взял? Может быть, это реквизит? Он же увлекался исторической реконструкцией и как-то даже участвовал в поединках, где в качестве оружия как раз были палки. Правда, это было давно. В СМИ была другая версия, что орудием убийства стал черенок от лопаты, но близкая подруга в это не верит. Я вот в СМИ читала, что убийство произошло черенком от лопаты, вот что-то такое. Да, что там только СМИ не писала, это все недостоверная информация. Потому что было и черенком от лопаты, и было, что он ей голову просто открутил. Официальной информации точно нету. Но как будто бы были сломаны шейные позвонки. Но это точно не черенок от лопаты.
Это 100%. А почему так думаете? Ну, потому что все же было то либо удушье, либо вот шея, но никакой не черенок. Это сразу же опровергли потом, что это все неправда. И пока бывший муж совершал задуманное, дети ждали его в палатке у озера. На самом деле это чудо, что с ними ничего не случилось. Около озера крутые обрывы, там вообще небезопасно. После расправы Максим понимает, что надо избавиться от тела. У него есть план. И он начинает действовать. А позже вскроется ужасающая подробность. Возможно, маленькая дочь видела тело мамы. Вернемся к семейной жизни до преступления. Как мы уже говорили, долгое время Катя скрывала даже от близких подруг, что Максим неадекватный, агрессор. Они все чаще ссорились, и он начал избивать Катю. Он вообще всегда спокойный. Вот он прям как удав, вот спокойный, понимаете? Мне кажется, он даже когда ее избивал, то есть даже не слышали никто, как это он все тихо делал. Он здесь сразу тоже себя не показал, то, что он может быть каким-то агрессивным или еще что-то. И мы-то видеть не видели. То есть это он все делал так тихо, так все грамотно, не подкопаешься. То есть он всегда был добрый. Ой, Олесь, да что ты переживаешь? Вообще у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Подруги все узнали после очередного жестокого избиения, когда правду скрывать уже было невозможно. Последствия для здоровья были слишком очевидны. И Катя призналась, что это дело рук Максима. Побил дома. Как он говорил, я ее толкнул. Она 2 дня ходила. Олесь, у меня все болит, у меня все болит. Но на ней ничего не было, то есть ни синяков, понимаете, ничего. Она сама медик, она говорит, походу у меня что-то, ребра сломаны или что-то. Я говорю, нет, давай обращайся. Она, да что-то как-то мне неудобно, я боюсь. Но она же сама там, своя, понимаете? Да, ее все знают. Ей стыдно было это выносить все. Когда она обратилась к хирургам, к своим там знакомым, у нее там в легких жидкость, там что-то было такое, я не медик, вот как я помню, и ребра сломаны. Все вообще были в шоке, Катя, это что такое? Быстро пишем заявление, они как доктора же были обязаны, оповестить полицию. То есть только тогда, когда коллеги узнали, они помогли, то есть они отправили ее писать заявление в полицию на него. Когда происходит такой вообще ад, когда к тебе так относятся, почему Катя это прощала, почему она терпела, она самодостаточная личность, она финансово вполне себе независимая, почему она ему это прощала? Когда я задала такой вопрос, она говорит, потому что, наверное, я его любила. Так было мне прям вот, как сейчас помню, так было и сказано. Она говорит, потому что, наверное, я его любила. И вот, наконец, Катя решилась написать заявление на мужа в полицию. И на этом она не остановилась и подала заявление на развод. И вот в этот момент она с ним официально разводится. Наступает суд, он такой весь ласковый, нежный, тут опять перед ней. И в суде, как говорят, просит, давайте простим его на первый раз. Потому что он, понимаете, вот актер такой вот прям, ты его видишь. Во-первых, он такой был красивый, смазливый на лицо, весь такой прям манерный. То есть ты не подумаешь про этого человека, что вот он может такое сделать. И я думаю, что даже в суде, вот как он и говорил, да я ее толкнула, она просто упала. И вот так вот получилось, понимаете? Вывернется откуда только может. Угу. Она не хотела прощать. Но вот под этим давлением каким-то, вот как она мне рассказывала после суда, она говорит, простила, забрала я эту бумажку, все. Но только был договор, что он подписывает развод, это все разводятся они, и как не лезет к ней больше. Но уже бывший муж никуда не делся. Он стал умолять Катю не выгонять его, мол, идти ему некуда, жилья своего нет, работы нет. В общем, давил на жалость. Он будет вести себя смирно и вообще поможет присмотреть за детьми. А что было известно про родных Максима? Почему он не вернулся к ним в Воронеж? Сам Максим и Катя про это подругам рассказали очень мало. Знаю, что семья, как говорила Екатерина Александровна, мама умерла, как-то там все неблагополучное. Папа в тюрьме сидел.
Сидел-то он как будто бы за убийство за какое-то нечаянное. Уж как там было, тоже мы не знаем. А Екатерина Александровна, она опять же как добрый, отзывчивый человек, опять пускает, но только что типа живет в отдельной комнате, с детьми помогает, пока она на работе, чтобы няньку не искать, и чтобы искал сам работу и съезжал. А с детьми-то у него хорошие отношения. При детях он ее никогда не обижал. Дети этого не видели. Катя пожалела его и пустила. И что делает дальше Максим? Возможно, какое-то время он вел себя тихо, прилично, но нутро же не переделать, и он снова начал распускать руки. Подруги уговаривали Катю выгнать Максима, и она с ними соглашалась, и была полна решимости. Но каким-то образом Максиму удавалось уговорить ее, позволить ему жить в одной квартире. Возможно, он манипулировал своим здоровьем, а у него был диабет, и он постоянно нуждался в уколах. Сколько там еще было всего, там страшно представить. Утро, стучит ко мне в дверь, Олесь говорит: смотри, что это со мной. А я слышу, что-то она не так говорит, а у нее полтела онемело. И губа вот так не двигается, не разговаривает. Я говорю: у тебя инсульт, что ли? Да нет, это не инсульт. А он такой спокойный: ой, да все у нее пройдет, ничего у нее нету. Мы так удивились. Хоп, ее в Лугу, значит, привезли. Не могут найти, представляете, диагностировать, что с ней. То есть точно подтверждается, что это не инсульт, ничего. А она также, у нее рот на бок. Там берут анализы. Все, ничего не находят, ничего не можем понять. И так она и выписалась. То есть у нее все потом прошло, все, что это было. А он у нее сидел на инсулине. И у них было много инсулина. У Максима диабетик был. И как мы уже потом сопоставили, но это не доказано, да? Галина Александровна, наш же медик, она говорит: Олесь, он, похоже, ей колол инсулин. Пока она спит, он ей вкалывал инсулин. Потом она мне рассказывала, что также они как-то с ним посидели, все, и она ничего не помнит. И он ей потом присылал фотографии непристойные. То есть он ее всяко-разно ставил там, извините меня, и делал фотографии, и потом пытался ими ее шантажировать. А он шантажировал, он чего хотел? Вот чего, не знаю, что типа там или детей, да, или вернись обратно, то есть вот на такой основе. Ну, может быть, и деньги спрашивал. То есть он просто воспользовался тем, что она была не в сознании, да, как бы не в состоянии, и вот делал, что хотел. Да, Просто жуть вообще. да. Также мы там с ней сидели, значит, она мне позвонила. Ну, очередная проблема там с ним какая-то, да, то есть он ей пишет смски, там, названивает, звонит постоянно. И она: Олесь, вот, там, чай, пойдем попьем. Пришла, чай пьем, она говорит: слушай, ну, если, говорит, меня мертвую найдете, говорит, знаешь, что это Максим Олегович. Мы, как сказать, серьезно-то, ну, Кать, ну, пиши заявление, ну, давай, Кать, вот так. Да. Вот она его боялась, и у нее всегда был телефон рядом, и она же сразу же звонила участковому. Как скажу, отнеслись не очень серьезно к этому? Нет. Типа, ну, ничего страшного, ну, не случилось, и все. Потом я знаю, опять приходила писать заявление участковому. Ей там отказали, как она рассказывала, ну, что типа, да ладно, там, помиритесь, что-то такое. Смотрите, вот когда они развелись, и Катя его все равно пустила с ними пожить, она как-то вам, вот, например, рассказала, объяснила, почему она? Она сказала, что да, вот еще раз прощу, помогу, но тут же уже участковый, что типа рядом, что как бы полиция. У нас не просто участковый был, а у нас был отдел полиции. Здесь, в Ориде же, и она прям на них надеялась. А его как бы из жалости, из сочувствия пустила. Да, потому что, ну вот, надо друг другу помогать. Ну, то есть все равно человеческое больше побеждало. Последний случай, перед тем, как он ее убил, она пришла с работы, и он ее начал топить в ванной. Он не орал, никакого скандала, понимаете, он делал все тихо. И Катя просто вот закричала. И бабушка услышала, дверь была открыта, она: да ты что ж делаешь-то? Ой, да ничего, вон она опять подскользнулась, упала. То есть, понимаете, вот так. Я тут ей помогаю, ее спасаю. А он ее в это время вот топил. Катя его выгнала и написала заявление. Но дело не завели. И вдруг бывший муж исчез. Уехал, нашел работу. Вот что интересно, эта работа была при храме. Максим, даже судя по активности в интернете, озаботился личной жизнью, выложил объявление на сайте знакомств. И слова такие:
Мне не хватает женского сердца. Хочу найти ту самую для брака, рождения и воспитания детей и для занятий спортом. А у Кати началась новая спокойная жизнь. У нее появился молодой человек. А вскоре она узнала, что беременна. А потом опять объявился Максим. К тому моменту они уже больше года как были разведены. А уже когда они развелись, да, она старалась построить уже свои отношения, найти как раз себе уже защитника какого-то, чтобы уже отвязаться от этого Максима Олеговича. То есть прям конкретно я уже точно знаю, что у нее были отношения с доктором. Вот Катя-то была беременная, потому что я была беременная, и она, и у нее даже срок был больше, чем у меня. Олеся, вот очень важный момент. Максим знал о том, что Катя беременна? Знаете, как вот здесь тоже сказать? Вообще, по идее, да, Катя говорила, что знал. То есть она ему сама рассказала? Да. Просто, видите, он мог поверить, не поверить, потому что она иногда часто, не зная, как от него избавиться, она там, и вообще у меня есть уже другой мужчина, и я беременна, что типа уйдешь ты уже или нет. А он всегда, что типа, ага, если у тебя есть мужчина, что типа, почему с тобой не живет, и почему я тут хожу, как у себя дома. Новость, что Катя беременна и у нее новая любовь, вряд ли обрадовала Максима. И он, видимо, начал готовиться к расправе. Вернемся в день преступления, 9 мая 2021 года. Максим убедился, что Катя не подает признаков жизни. И дальше у него уже заготовлен большой мешок. В СМИ писали, что это был мешок от резиновой лодки. Он засовывает туда Катю, берет ее мобильный телефон. И дальше надо как-то вынести тело из квартиры. Значит, вот мои окна, да, Екатерины Александровны окна. Он, получается, подогнал машину задом и вот здесь ее вытащил, загрузил. А моя бабушка находилась дома, она это все увидела. Говорит, Макс, ты куда? А он нервный такой, он, что типа, ой, да с детьми отдыхаем сегодня, на озеро поехали, на речке будем отдыхать. Удивительное самообладание и цинизм. Грузить мешок с телом жены и спокойно разговаривать с бабушкой-соседкой. Он делится планами на отдых, может быть, еще о погоде поговорил. Что же дальше? Скорее всего, он направляется на вокзал. Это рядом с домом. И каким-то образом подбрасывает телефон Кати в электричку. Это конечная станция наша. Оридиш. Электричка идет с Санкт-Петербурга, с Витебского вокзала. Вот она, кстати, стоит там, где она и стояла, когда он прибежал, телефон бросил в уборную. В сам вокзал, конечно же, не заходил. То есть это было сделано вот по этой дороге от дома сюда. То есть он пытался запутать следы, что как будто бы она уехала в Санкт-Петербург. Повторюсь, потому что у нее должен был быть отпуск. Это был последний, крайне рабочий день ее. Дальше подозреваемый едет к озеру, туда, где ждут дети. И начинается пикник. Они сидят у костра, едят, разговаривают. Дети наверняка играют, бегают. А рядом в машине лежит тело их мамы. Вероятно, Максим брал что-то из багажника. И, возможно, тело Кати все-таки увидела 6-летняя дочка. Ведь позже она произнесла жуткую фразу. Сюда он привез утром детей. Здесь стояла у него палатка. И дети все это время находились здесь. Ждали его. Он отсюда, получается, уехал потом домой. На машине он приехал вместе с ее телом сюда к детям. Когда с маленькой дочкой разговаривали, знаете, у нее было такое сказано, что типа не мама она сказала, да, Екатерина Александровна с пакетом на голове. Потом как бы психологи ребенка не могли разговорить, но эта фраза была. Почему она маму назвала Екатерина Александровна, непонятно. Ее так звали не только подруги, но иногда Максим. И дети могли повторять за взрослыми. Но в любом случае сама фраза про маму с пакетом на голове ужасает. И сказать такое она могла, только если сама это видела. Что же происходит дальше? Логично предположить, что Максим избавился от тела тут же, закопал, утопил в озере, но нет. Подозреваемый признался, что сбросил тело бывшей жены в очистные сооружения. Но пройдет еще почти 2 месяца, прежде чем станет известна правда.
Вот на кадрах следственных действий Максим показывает, как избавился от тела жены в месте, где он когда-то работал. Это очистные сооружения водоканала поселка. Проследовал вот туда вот. Куда переставил? На видео можно разглядеть, что это такая огороженная бетонно-металлическая конструкция, которая уходит глубоко вниз. Как правило, с ее помощью очищают сточные воды перед тем, как они попадут в реку. Бросил тело и орудие преступления. После этих показаний откачали всю воду. Но ни Кати, ни орудия убийства так и не нашли. Непонятно, почему он путал следствие. Он в убийстве признается, правильно? Но при этом начинает путать следствие, где находится тело. Вот это я не поняла, почему он так делал. Конкретно он так и сказал, а нету тела, нету дела. Он так и говорил. Людям и на допросах так и говорил. Откуда знаю, ну, мне прям, когда меня допрашивали. Следователь. Следователь, да, и вот женщина была, она говорит, слушай, говорит, а он, говорит, так и говорит. Да, он их повел вот по такому ложному следу. Вот он как раз-таки там работал в этом водоканале, вот, и в очистные, типа, он ее туда сбросил. Так их все вычистили, там, я не знаю, такую работу переделали. И тогда искать тело начинают в озере. Журналисты писали, что на это место указал сам подозреваемый, то есть он поменял показания. Сказал, что тело утопил в озере, наложил камней в сумку для веса. И в итоге заявил: вы ее никогда не найдете. И вот Катю ищут в озере, подключают водолазов. Поиски усложняют глубина 8 метров и мутная вода. В итоге тело так и не находят. Шли недели, полиция работала, но найти Катю не получалось. Подруги не сдавались, тоже продолжали искать, причем в разных местах. Ну а вдруг озеро тоже ложный след? Все леса, все запрошки, все соседние деревни, то есть, да, сопоставляли факты, когда по камерам, там, по времени начали, сами мы люди, сами. И уже вот май, уже июнь, и ничего не происходит, мы уже стали переживать. Мы даже уже частным вот этим сыщикам, знаете, звонили. А нам сыщики говорят, а вы понимаете, да, мы возьмемся за это дело, но мы, говорит, точно так же будем работать с этой же полицией. Переживали не только подруги, весь поселок. Людей так поразила эта трагедия, что они сами собрали деньги на водолазов. Нужно было оплатить проезд и питание. И все ради того, чтобы еще раз попробовать найти Катю в озере. Это было уже в начале июля. Но поиски так и не дали результата. Не могли найти, потому что вот прям сама лично была, когда приезжала, прям говорили течение, все там мутное, темное, так как речка протекает. Местные жители, у кого, знаете, там лодки свои, тоже пробовали как-то найти, как-то помочь, то есть вообще искали абсолютно вообще все. Никто не остался в стороне из местных жителей. Вообще была надежда, что мы ее найдем, потому что, ну, специалисты, правильно, мы думали, что все же найдем. К сожалению, нет. Найти Катю помогла сама природа. В середине июля случился очень сильный ураган. И после него на берегу озера рыбаки заметили что-то странное. Это был тот самый мешок. Было лето, июль месяц. Была вообще ужасная погода, ураган, деревья ломались, просто ливень страшенный. И, видимо, воду сбаламутило, и ее нашли, ну, рыбаки. То есть выбросило тело. То есть люди просто сообщили в полицию, да, что... Да, что нашли сумку, вот так и так, приехала полиция. Вот оно, это место. И здесь, получается, выбросило тело, был ураган, шторм такой, знаете, да, дождик был сильный. И рыбаки нашли здесь тело Катина. Так как же на самом деле Максим избавился от тела Кати? Это произошло во время все того же пикника. Пока дети были заняты, отвлеклись на свои игры, он вытащил тело из багажника. Возможно, в тот момент дочка случайно и увидела голову мамы. Максим накидал камни в мешок с телом. Потом спустился к озеру и отплыл. Есть версия, что у него с собой была резиновая лодка. Вот на этом фото он как раз позирует со своей лодкой. Кстати, на том же месте, куда привез детей, а потом и Катю.
Так вот, Максим подплыл на лодке до середины озера и выбросил мешок с телом Кати и камнями в воду на самой глубине. Мешок, в котором нашли Катю, был брезентовым и довольно большим, но тело помещено туда странным образом. Как выяснили журналисты, это цитата, ноги погибшей были согнуты в коленях и привязаны к туловищу. Это, видимо, для того, чтобы тело занимало меньше места и помещалось в багажник. И дальше писали, что на голову был надет полиэтиленовый пакет. А еще про тот самый пакет на голове говорила дочка жертвы. Страшно представить, что ребенок все-таки мог видеть маму в пакете. Но, говорят, уже сама лично не присутствовала. Было страшно смотреть там. То, что это был июль месяц, лето, жаркое было. И когда хоронили, тоже мы ее не видели. То есть гроб был закрытый. То есть не верится, вот она была живая, а так она и осталась. Олеся, вы вот помните, когда вы узнали, что Катю нашли, какие были чувства? Эти чувства, переживания я пережила еще 9 мая, я вам сразу говорю. Я точно знала, что он уже ее убил. А когда тело нашли, что я вам скажу? Наоборот, как будто какое-то облегчение, что хотя бы мы ее нашли и похороним. Казалось, что жестокое убийство раскрыто. Есть подозреваемый, он во всем признался, но дальше случилось неожиданное. Суд не смог вынести Максиму приговор. Что же произошло? Еще во время поисков тела Кати Максим отказался от признательных показаний. Потом говорит, я вообще этого не делал, это меня под давлением заставили вот это все сказать, то, что я ее убил, сбросил. Вот, он уже идет, как заднюю дает, да, то, что он этого не совершал, а то, что его заставили. Но у следствия наверняка было достаточно доказательств, что это совершил Максим, особенно после того, как тело нашли. И по мнению подруги, само преступление выглядит хорошо спланированным. Изначально я подумала, что это, да, как раз-таки в порыве чего-то он сделал. Потом, когда все уже вот узнавалось, это прям конкретно продуманное дело, потому что он, может, за месяц назад только сделал этот запасной ключ, да, то есть от квартиры, и ходил по квартире у Кати. 9 мая праздник, да, то есть он понимал четко утром, то есть на него никто не будет обращать внимания, люди заняты, да, своим делом всем. Он увез детей рано утром, забрал, то есть подсчитал время электрички. Он сбегал до вокзала, он подкинул телефон в уборную. То есть и всего-всего много. Мы потом, когда все это обсуждали, что он хотел. Она уехала в отпуск и где-то пропала. Он остается в квартире с детьми и живет себе благополучно дальше. Делает опекунство и живет. Когда следователи раскрывают преступления, они всегда ищут мотив, кому выгодно убийство. И в уголовном деле обычно звучат сухие формулировки. Убил на почве личных неприязненных отношений, из-за ревности, финансовых разногласий, с целью наживы. И, в принципе, все это можно отнести и к этой истории. Был, вероятно, у Максима материальный интерес. Квартиры в поселке и в Петербурге. Жить ему негде. Своего жилья у него не было. Ну и плюс детские пособия. Можно особо не работать. Была, конечно, и ревность. Но главное, мне кажется, не в этом. Таким существам, человеком я не могу его назвать. Просто невыносима сама мысль, что жертва перестает быть жертвой. Она больше не боится. А значит, тиран теряет свою силу, уверенность. Он привык контролировать, манипулировать. У него была власть. А теперь ничего этого нет. И просто понятно, что он ничтожество, пустое место. И срочно нужно вернуть прошлое. А если жертва сопротивляется, то уничтожить. Я ни в коем случае не пытаюсь тут изображать доморощенного психолога. Я просто пытаюсь понять, что может происходить в голове у этих существ. Просто размышляю. Хотя, конечно, понять это нам, обычным людям, невозможно. Максим был уверен, что хорошо спрятал тело и избежит наказания. Это было понятно по его поведению в первые дни после исчезновения Кати. За ее детьми приехала смотреть ее сестра. Она и подруги не пускали в квартиру Максима, ведь у близких он уже был под подозрением, а у полиции пока еще нет. Его туда не пускают. Что он делает? А его же не подозревают. Он вызывает на нас на всех наряд полиции. У него пропала жена. У него забрали детей и не пускают в дом. То есть, представляете, какой вот он актер, напел им там, что
что как полиция ехала. Мы им объясняем, что человек пропал, вы что вообще делаете? А это, можно сказать, подозреваемый, он последний там, кто видел, и вообще... Похоже, он настолько был уверен в себе, что не побоялся привлечь полицию. На шум собрался весь подъезд, и детей оставили с сестрой. Когда тело Кати наконец нашли, Максим сидел в СИЗО. Ждал окончания следствия и дальше суд. Но в итоге суда и приговора он избежал. Умер в СИЗО, как писали журналисты, всего через несколько дней после того, как нашли Катю, так и оставшись в статусе подозреваемого. По мнению подруги, вряд ли это произошло от сильного потрясения и душевного волнения. Он диабетик, он себя начинает вводить в искусственную кому. Я думаю, что он считал, что его как бы постоянно спасать, что он себя вводит в искусственную кому, потом приходит, потом... Ну, видимо, в последний раз его спасти не сумели, не смогли. То есть он тоже умирает. Дети полностью вообще... Дочка осталась сирота, самая настоящая. То есть ни мама, ни папа. Похоронили Катю в родном Воронеже, где у нее живут родители. После всех событий дети остались с бабушкой, мамой Кати. Детей забрала мама. В Воронеже сейчас живут. Связи с ними нету, но я знаю, я надеюсь, и 100%, что мы увидимся, найдемся, потому что это дети были прям очень вхожи в наш дом, они спали у нас. Бабушка вообще их очень любит моя. Это жестокое преступление оставило без матери 3 детей. А можно сказать, что и 4, учитывая, что Катя ждала малыша. А еще она в ближайшее время должна была поехать в Индию за старшим сыном. Но он так и не дождался маму. Здесь вот мы с ней были иногда, отдыхали здесь. У Кати мало было времени на отдых. Может, всего за все время 2 раза мы здесь были. То есть не часто. Потому что всегда на работах, всегда занятые. Да, мы, можно сказать, такие, знаете, как прям семья, что ли, была. Мы очень много проводили время вместе. Здесь вот дочку на мою маленькую смотрела, измеряла. Там в дальнейшем тоже так где-то есть фотографии, они здесь стоят. Да, конечно. Была хороший доктор, люди любили, обращались всегда, никогда никому не отказывала вообще. Екатерина Александровна, придите, ребенок заболел, Екатерина Александровна уже там, где нужно, спасает, помогает. Вот так. Когда Екатерина Александровна пришла первый раз знакомиться с нами, я тоже сидела в этом кабинете. Мне показалась такая молодая совсем. Оказалось, уже 3 детей и замужем. Освободила ей этот кабинет. Мне дали другой кабинет. А потом, через несколько лет такое случилось. Получается, я снова села в этот кабинет. Тяжело было, конечно, после нее, после этого случая, садиться в этот кабинет. Екатерина Александровна была замечательным человеком, замечательным специалистом, замечательной подругой. И вот знаете, и все, то есть вот прям вот добрая, отзывчивая. Такая не ожидала никогда от кого-то плохого, какого-то подвоха. Всегда всем с открытой душой. Олеся, такой вопрос. Уверена, что эта история, многие события вам не просто вспоминать, и они такие тяжелые, очень трагические. Но вот почему вы согласились пообщаться и дать это интервью, и рассказать эту историю? Да, сразу же отвечу. Мне сначала, вообще, я, честное слово скажу, я не хотела выходить с вами на связь. Не знаю почему, но потом я думаю, ладно, в память Кати еще раз, чтобы про нее вспомнить, поговорить, наверное, стоит. Потому что человек был здесь известный, светлый. Ну, хотелось бы, чтобы помнили, наверное, чтобы люди узнали об этой истории, были осторожны. Она ж не одна такая, правда? Есть тоже такие семьи, которые смотрят вашу передачу. Чтобы, наверное, девочки, девчонки, женщины, когда чувствуют, что уже вот все же есть, да, вот это какое-то насилие. Это же самое настоящее насилие. Даже когда тебя словами, не физически, а словами, ты уже понимаешь.
Наверное, надо уже как-то задуматься, если вот кто вот смотрит вашу передачу, чтобы открывались, а не закрывались от своих близких, когда такие проблемы в семье, делились.